Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Предлагаю вам связать спицами жилет классика. Жилет простой, но очень хорошо смотрится на любой фигуре. И этот жилет с удобным треугольным вырезом можно надевать с водолазкой, с рубашкой или с блузкой. Хорошо подойдет и в офис, и для повседневной жизни. У этого жилета есть интересные детали. Вот такие вот вертикальные полосы из рельефной резинки, которые вытягивают фигуру. Чуть скошенные плечи. И причем этот жилет связан без швов. Нет швов ни по боковым сторонам и нет швов по плечам. Вот по плечам выполнены такие невидимые швы, петля в петлю, поэтому плечи смотрятся тоже аккуратно. Планки для пройм и также планки для выреза горловины цельно вязаные, что упрощает вязание жилета. В этом видео буду подробно показывать все моменты вязания этого жилета, а попетельное описание вязание жилета на все размеры 44, 46, 48, 50, 52 и 54 вы можете получить по ссылке внизу под видео. Описание рассчитано на мою пряжу, которую использую, и плотность вязания. Далее расскажу, какую пряжу использую, какая у меня плотность вязания. Приступаем к вязанию жилета. Дорогие рукодельницы, я надеюсь, вам понравилась эта модель. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Будем вязать еще много красивых вещей. Дорогие рукодельницы, приступаю к вязанию жилета. У меня это очередной жилет на заказ. И вначале я расскажу о пряже. Из какой пряжи вяжу жилеты. Это Alize Superlana Maxi, полушерсть. Здесь 25% шерсти, остальное акрил. Моточек 100 грамм, в нем 100 метров. Довольно толстая ниточка. Здесь у меня цвет 484. Вот такой вот он васильково-голубой. И предыдущий жилет у меня связан в фиолетовом оттенке. Спицы использую номер 5. Спицы на леске, причем у меня два вида спиц с длинной леской. Так как мы здесь будем вязать жилет снизу вверх без боковых швов, поэтому в начале вязания у вас будет количество петель по обхвату, то есть на полную ширину жилета. И далее уже отдельно вяжется перед и спинка, и вам потребуются еще дополнительные спицы, или нужно будет переснимать петли на какие-то другие дополнительные спицы и продолжать вязать уже одним номером. Дорогие друзья, на 50 размер потребуется 5 мотков или 500 грамм данной пряжи. Я заказываю сразу упаковку, и на 50 размер 48-50 у вас уйдет полностью 500 грамм. Если размер чуть меньше, то, конечно же, ширина будет меньше и расход будет меньше. Если размер будет больше, то и расход пряжи будет больше. Конечно, вы можете связать жилет из любой другой пряжи, если вы проведете свои расчеты или попадете в мою плотность вязания. У меня плотность вязания в ширину 14 петель, в высоту 22 ряда. Приступаю к вязанию, и начало вязания жилета идет снизу. Снизу вверх мы вяжем жилет единой деталью без боковых швов, то есть выполняя круговые ряды и провязывая в начале резинку, затем лицевая гладь, и по бокам и по центру переда продолжается узор резинки. И в начале, согласно своему описанию, где на все размеры рассчитано, сколько набрать петель, вот на 50 размер, также в описании указана и ширина, и как выбрать размер по своим меркам. Поэтому, если вы сомневаетесь, что вы можете правильно рассчитать, то переходите по ссылке, приобретайте описание и свяжите точно по своему размеру изделия. Итак, вначале я набираю на 50 размер 156
петель, оставляя здесь длинный отрезок нити, так как необходимо будет набрать длинный наборный ряд, и простым классическим способом набираю петли. Здесь я тоже беру спицы с длинной леской, так как у меня будет длинный наборный ряд, и здесь буду вязать вначале жилет по кругу на большую ширину. Набираю петли, 156 петель для вязания от резинки. Итак, я набрала 156 петель. Тут внимательно смотрите, чтобы у вас наборный ряд не был перекручен, так как он очень длинный, легко его перекрутить при соединении ряда в кольцо. И теперь набираю еще плюс 1 петля дополнительная для соединения наборного ряда в кольцо. И начинаю вязать первый ряд. Смотрите, при соединении ряда в кольцо первую петлю снимаю, дополнительную петлю перекидываю через первую петлю и возвращаю первую петлю назад на левую спицу. Здесь подтягиваю вот этот вот отрезок оставшийся. Можно будет его потом укоротить, и затем мы его замаскируем. И начинаю вязать первый ряд. Начинаю вязать первый ряд резинки с изнаночной петли. И провязываю вначале изнаночную, как обычно. Так, провязали изнаночную. Далее смотрите, все лицевые петли, то есть у нас идет чередование изнаночная, лицевая. Все лицевые петли буду перекручивать. Подхватываю с обратной стороны лицевую петлю. Вот так вот ее перекручиваю. Обратно возвращаю на левую спицу и провязываю обычной лицевой. И повторяю: изнаночная, обычная, перекручиваю лицевую, подхватываю с обратной стороны петлю, перекручиваю, возвращаю обратно и провязываю лицевой. Вот при таком способе провязывания первого ряда резинки получается более аккуратный край резинки. Сейчас я вам покажу. Провяжу несколько повторений. Изнаночная, с обратной стороны подхватываем лицевую, перекручиваем и провязываем лицевой. И смотрите, при таком способе вот такой получается аккуратный начальный ряд резинки. Он более плотный, хорошо держит форму и аккуратно, красиво смотрится. Поэтому рекомендую так начать вязать резинку. Конечно, потребуется больше времени, чтобы провязать первый ряд. Далее мы будем резинку уже вязать по узору. Здесь будем вязать жемчужную резинку. И далее я покажу, как вязать второй и следующие ряды. Заканчиваю вязание первого ряда резинки. И здесь смотрите, после лицевой, вот последнее повторение, изнаночная, обычная, и последняя петля идет лицевая, так как начинали вязать с изнаночной, то есть у нас резинка замыкается в круг, переворачиваю лицевую петлю и провязываю ее лицевой. Сразу начало ряда отмечаю маркером. И перед вязанием, ну или при вязании второго ряда необходимо расставить маркеры и разметить именно вот эти вот далее боковые полосы, которые мы продолжим вязать жемчужной резинкой. По бокам 2 полосочки будут, и по центру вот эта полоса. Полоса состоит из 7 петель жемчужной резинки, и начало вязания резинки идет с изнаночной петли. Жемчужная резинка вяжется так. Вот смотрите, в первом, так как мы вяжем здесь ряды по кругу, в первом ряду идет чередование лицевая, изнаночная, лицевая. При вязании второго ряда все петли по кругу будут лицевые. И здесь вот далее будет повторение рядов. И вот вы видите, между дорожками лицевых петель
здесь идет чередование изнаночная, лицевая, то есть получается вот такая как жемчужная вязка, только как вертикальные дорожки между вертикальными дорожками лицевых петель. И сразу в начале вязания ряда, вот я отметила начало, провязываю 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7. Ставлю второй маркер, это завершение первой боковой полосы. И далее вяжу петли спинки. Провязываю петли спинки, так как здесь мы вяжем второй ряд резинки, все тоже лицевые. И далее по второй боковой стороне тоже отмечаю 7 петель. Затем при вязании переда выделяю центральные 7 петель. Итак, я провязала второй ряд, все петли лицевые, и при вязании второго ряда разделила петли маркерами. Здесь первая боковая сторона, петли спинки, вторая боковая сторона, полосочка будет, петли переда по центру 7 петель центральной полосы и вторая половина петель переда. Далее третий ряд, вяжем жемчужную резинку. И здесь начинаем ряд с изнаночной и далее лицевая. То есть здесь уже идет чередование. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Заканчивается вот петли первой боковой полосы. Но здесь мы вяжем в начале резинку на всех петлях по кругу и дальше продолжаем чередование. Лицевая над дорожками лицевых петель и далее изнаночная. Здесь чередуется изнаночная и лицевая в вертикальном расположении. Провязав третий ряд, в четвертом ряду все петли резинки будут лицевые. Итак, мы вяжем резинку вот на высоту планки 5 сантиметров. Здесь у меня резиночка, да, 5 сантиметров, и провязано всего 12 рядов. Далее с 13 ряда уже будем на петлях спинки и двух половинах петель переда вязать лицевую гладь, здесь по отмеченным петлям полосок продолжать вязать жемчужную резинку. Здесь только по боковым сторонам, здесь от низа вверх совпадают полоски резинки, а по центру у вас может сместиться узор резинки. Начинаем полоску с изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, заканчивается изнаночной. Далее лицевая гладь. Я связала начало жилета, жемчужную резинку по кругу. Обратите внимание, какой получается край благодаря провязыванию первого ряда. И далее вот с 13 ряда начинаю вязать уже основную часть до момента прибавок к проймам. И здесь от начала до прибавок первых провязываю здесь примерно 30 сантиметров, 29-30 сантиметров. Если у вас рост больше, то вы можете провязать больше здесь высоту до расширения к проймам. И начинаем вязать так. Отмеченные первые 7 петель провязываем жемчужной резинкой. В 13 ряду здесь идет чередование изнаночная, лицевая. Начинаем здесь вязать вот эти полосы жемчужной резинкой с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И заканчиваем изнаночной. Далее переношу маркер и далее все петли спинки провязываю лицевые. И далее этот участок будем вязать лицевой гладью. Вторая боковая сторона, вот отмеченные 7 петель, вяжем точно так же. И здесь обратите внимание, у меня жемчужная резинка совпадает с узором по низу. Здесь провязываю также по узору. Далее идут петли переда
первая половина лицевыми, а здесь по центру у меня не совпадает узор жемчужной резинки, так как здесь начинается резинка с лицевой, и здесь я буду менять узор, то есть начинать также изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная лицевая и изнаночная. И дальше уже по новому чередованию буду вязать вот эту вот центральную полосу узором жемчужной резинки. Заканчиваю вторую половину лицевыми. Далее 14 ряд все лицевые, так как здесь резинка провязывается чередованием рядов сначала изнаночная лицевая, затем ряд по кругу лицевые петли. Итак, вяжу жилет вот до момента прибавок по боковым сторонам, до расширения к проймам. Итак, дорогие рукодельницы, жилет я довязала снизу вверх до высоты, когда жилет расширяется к проймам за счет прибавок. И сейчас у меня жилет связан на высоту примерно 30 сантиметров от наборного ряда до последнего ряда. Если у вас высокий рост, то здесь я вяжу жилет на рост 165 сантиметров. Если у вас рост больше, то вы можете здесь провязать высоту, допустим, 35 сантиметров. Итак, начинаем делать прибавки по боковым сторонам. И сейчас я покажу, как выполнять прибавки. Начинаю вязать ряд с прибавками. Здесь перекидываю маркер начала вязания ряда. Здесь последнюю прибавку буду делать уже в конце ряда. И в начале провязываю 7 петель жемчужной резинки по узору резинки. Начинаю изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Довязываю до завершения узора жемчужной резинки, перекидываю маркер и далее делаю прибавку по боковой стороне. Смотрите, здесь получается по спинке расширяться у нас будет именно лицевая гладь. Для этого подхватываю предыдущую петельку под следующей петлей и накидываю ее на спицу и провязываю эту петлю за вторую стеночку, то есть как бы ее перекрещивая. Далее провязываю петли спинки лицевыми до, то есть все петли лицевые вот до маркера провязываю. Итак, по второй боковой стороне делаю прибавку по спинке перед маркером. И здесь, смотрите, мы левой спицей поднимаем петлю. Смотрите, мы вот провязали эту петлю лицевой, но поднимать будем на ряд ниже. То есть вот здесь вот эту петельку подхватываем стеночку петли и накидываем на левую спицу. И эту петлю провязываем вот за первую стеночку. И вот у нас прибавка идет с наклоном влево. Перекидываем маркер. Далее вяжем жемчужную резинку по узору. Перекидываем маркер, завершение второй боковой стороны. И теперь делаем прибавку вправо. Здесь под следующей петлей поднимаем петлю, накидываем ее на левую спицу и провязываем за вторую стеночку. Провязываем здесь далее по переду петли переда одной половинки, затем центральная полоса жемчужной резинки, петли переда второй боковой стороны и в конце делаем уже прибавку с наклоном влево. В конце ряда с прибавками делаю уже четвертую прибавку, провязав все петли переда. Здесь делаю прибавку влево и левой спицей поднимаю петлю, вот она идет на ряд ниже, и провязываю ее за первую стеночку. Далее следующий ряд вяжу без прибавок. То есть здесь у меня жемчужная резинка идет тоже все петли лицевые. Перекидываю маркер, здесь прибавленная петля тоже провязываю лицевой, и далее все петли
лицевые. Итак, чередую ряд с прибавкой, ряд без прибавок. Всего необходимо провязать или всего повторить 6 раз ряд с прибавкой, ряд без прибавки. Вот я один раз провязала, еще 10 рядов буду вязать, и получается, что у меня будет 6 рядов с прибавками. В ряду прибавляется 4 петли, и значит к завершению прибавок у меня количество петель увеличится на 24. Расширится спинка на 12 петель, и то же самое перед. На данный момент я довязала жилет до низа пройм и выполнила 6 рядов с прибавлениями по боковым сторонам. Вот так вот расширяется жилет к пройме по боковым сторонам. И теперь после 6-го ряда прибавок еще ряд провязала петель без прибавок. И далее перехожу теперь на вязание отдельно переда и спинки. Пока вяжу перед полностью обе половинки, и довязав до низа выреза горловины через 5 сантиметров от начала вывязывания проймы, уже далее буду разделять перед тоже на 2 половинки и отдельно вывязывать каждое плечо и формировать вырез горловины за счет убавлений. Итак, вначале здесь перехожу к разделению спинки и переда. И вот я довязываю ряд до конца. Это маркер у меня начало вязания ряда. И здесь при разделении петель на перед и спинку мы должны вот эту вот резинку тоже разделить пополам. И причем, смотрите, у нас идет вот здесь 3 дорожки лицевых петель. Центральная дорожка — это будет центр боковой стороны. И чтобы разделить эту лицевую дорожку, нам необходимо в этом месте сделать прибавку при разделении петель на перед и спинку. И вначале я провязываю узор по рисунку. Здесь идет изнаночная, лицевая, изнаночная, и здесь поднимаю петлю на ряд ниже и провязываю ее лицевой за вторую стеночку, то есть как прибавка вправо, дополнительная петля. И далее поворачиваю вязание наизнанку, то есть перед мы теперь будем вязать прямым полотном, чередуя лицевые и изнаночные ряды. И далее я продолжаю вязать перед, и теперь можно взять второй набор спиц и начинаем выполнять изнаночный ряд так. Первую петлю снимаю, нить впереди, чтобы по краю образовалась петельная кромка. И теперь смотрите, по изнанке следующий ряд необходимо провязать все петли изнаночные. То есть, если бы мы вязали круговые ряды, то следующий ряд, вот этот участок, был бы все ряды лицевые. По изнанке это будут все изнаночные. Поэтому здесь выполняем участок жемчужной резинки. Это будет у нас далее планка для проймы. Поэтому здесь выполняем по узору. Причем узор здесь с краю и по центральной части теперь у нас будет отличаться, так как мы здесь сделали переход. Далее перекидываю маркер. Маркер пока не убираю, так как это начало жемчужной резинки, чтобы не сбиваться. Далее провязываю здесь изнаночные петли вот до центральной полосы жемчужного узора по изнанке. Я довязала до центральных петель жемчужной резинки 7 петель, и здесь по изнанке, смотрите, чтобы сохранить узор, здесь провязываю в начале лицевая, далее изнаночная. Итак, чередую лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная, и заканчиваю лицевой. И если развернуть вязание, то у нас сохраняется узор жемчужной резинки. Далее перебрасываю маркер, и вторая половина переда провязываю по изнанке изнаночные петли.
Заканчиваю вязать первый изнаночный ряд петель переда, и здесь вторая боковая сторона, переношу маркер и в начале провязываю здесь 3 петли жемчужной резинки и по центру делаю прибавку. И здесь в начале провязываю лицевая, изнаночная, лицевая. Далее здесь, смотрите, подхватываю, вот петля идет на ряд ниже, перебрасываю ее и провязываю изнаночной. Далее разворачиваю вязание и теперь вяжу только петли переда. У меня отдельно на одной спице остаются петли спинки, и здесь на второй спице петли переда. И теперь продолжаем вязать прямым полотном. И смотрите, здесь необходимо провязать 12 рядов петель переда. И в начале первую мы кромочную петлю снимаем, и здесь провязываем узор жемчужной резинки по рисунку. Здесь получается необходимо провязать все петли лицевые, то есть 3 лицевые. Первая кромочная, 3 лицевые. Далее перебрасываем маркер и вяжем лицевые петли. Первая половина переда, затем узор жемчужной резинки 7 петель, и вторая половина переда тоже лицевые петли. Итак, я провязываю второй ряд переда по лицевой стороне, и здесь заканчиваю уже жемчужную резинку. Здесь перебрасываю маркер и смотрю, что по рисунку здесь я провязываю изнаночную в конце, лицевую, изнаночную, и последнюю кромочную петлю тоже провязываю изнаночной, поворачиваю вязание и по изнанке продолжаю вязать перед. И здесь кромочную петлю снимаю нить за вязанием, чтобы по краю образовалась такая петельная кромка. И здесь уже все петли жемчужной резинки, 3 петли, провязываю все изнаночные. То есть здесь, смотрите, вяжите жемчужную резинку по рисунку, соблюдая узор. И далее уже идут изнаночные петли одной половины переда, затем узор жемчужной резинки, здесь вяжем иначе, далее вторая половина по изнанке изнаночные петли, и в конце завершаем вот 4 петли, точнее 3 петли узора жемчужной резинки и последняя кромочная, которую тоже провязываем по изнанке и в начале ряда снимаем, образовывая петельный край. Таким образом у нас по пройме будут формироваться планки из узора жемчужной резинки. И в начале вяжем перед на высоту 5 сантиметров, или нужно провязать 11 рядов, и уже в 12 ряду, это будет лицевой ряд, мы будем формировать начало выреза горловины и разделять петли на левое и правое плечо. Довязав петли переда до начала выреза горловины, теперь вязание будем делить пополам, и вначале провязываю, чтобы не обрывать нить, левое плечо и затем правое плечо. И в 12 лицевом ряду, который идет от проймы к вырезу горловины, разделяю петли, то есть провязываю только петли левой части. Довяжу до верха плеча и затем присоединю нить и буду вывязывать правое плечо. Ну а пока петли правого плеча уже можно переснять на спицу, где находятся петли спинки. Итак, начинаю вязать первый ряд, только петли левого плеча, и как формирую вырез, треугольный вырез для горловины. Первая петля снимаю кромочная, то есть здесь снимаем, чтобы образовывался петельный край, нить за вязанием. Далее узор жемчужной резинки вяжем по рисунку. Здесь все 3 петли лицевые идут до маркера. Переношу маркер и затем вяжу лицевые петли левого плеча, не довязывая 2 петли,
так как в конце лицевых петель необходимо сделать убавку. Когда до маркера, где провязан центральный узор жемчужной резинки, остаются 2 петли, делаем убавку. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо, провязываем за передние стеночки 2 петли лицевой, и петля ложится вправо. Переношу маркер, далее провязываем половину узора жемчужной резинки, и здесь по рисунку провязываем лицевая, лицевая и лицевая. И вот эта центральная дорожка из лицевых петель, и здесь поднимаем, то есть делаем прибавку, поднимаем петлю на ряд ниже и провязываем за вторую стеночку, то есть прибавка идет с наклоном тоже вправо. Поворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд левого плеча. Разворачиваем вязание. И первая петля кромочная снимаем так, чтобы образовался петельный край, значит нить впереди. Теперь вяжем 3 петли жемчужной резинкой. По рисунку здесь лицевая, изнаночная, лицевая. Переношу маркер и далее изнаночные петли до жемчужной резинки у проймы. Заканчиваю изнаночный ряд, и здесь последние 4 петли провязываем так: 3 петли по узору жемчужной резинки, здесь лицевая, изнаночная, лицевая, и последняя кромочная петля провязываю изнаночной и поворачиваю вязание на лицевую сторону. И начинаем с кромочной петли, снимаем петлю так, чтобы образовался петельный край, рабочая нить за вязанием. Далее жемчужной резинки 3 петли, лицевая, 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 маркер, и далее вяжем лицевые петли. В конце участка лицевой глади провязываем 2 петли вместе. И когда остается 2 петли лицевых, провязываем их вместе до маркера за передние стеночки, так чтобы направление убавление было вправо. Далее переношу маркер и здесь провязываю 3 петли жемчужной резинки, 3 лицевых, и кромочная петля провязываю изнаночная. Это кромочная петля идет, которая по вырезу горловины. Поворачиваю вязание и провязываю изнаночный ряд. Далее мы продолжаем вязать, повторяя лицевой изнаночный ряд. Убавки делаем в каждом лицевом ряду. Здесь по изнанке вначале провязываем 3 петли жемчужной резинки, после кромочной лицевая, изнаночная, лицевая, маркер, и далее изнаночные петли, в конце 3 петли жемчужной резинки и кромочная. Итак, делаем, вывязываем левое плечо, делая убавки в каждом лицевом ряду, и вяжем до тех пор, пока вас не устроит длина, высота, точнее, проймы. Дорогие рукодельницы, я провязала левое плечо до нужной высоты проймы. И теперь начинаю формировать скос плеча. То есть дальше у меня пройма, здесь вырез не будет увеличиваться, будет подниматься плечо здесь около выреза горловины, а по этой стороне оставаться на той же высоте. И таким образом с помощью укороченных рядов мы сформируем скос плеча. Обратите внимание, что для разных размеров разное количество укороченных рядов будем вязать. Все указано в описании. И укороченные ряды для левого плеча будем вязать по изнанке. То есть укороченные ряды идут от выреза горловины к плечу, и мы не довязываем 5 петель до конца предыдущего ряда. Итак, начинаю вязать первый укороченный ряд. От выреза горловины по изнанке первая петля мы снимаем. Далее идет 3 петли жемчужной резинки. Здесь продолжаем вязать лицевая, изнаночная, лицевая.
перенесли маркер и далее вяжем изнаночные петли и не довязываем 5 петель до конца предыдущего ряда. То есть здесь мы не довязываем вот 4 петли и еще плюс 1 петля перед маркером. В первом укороченном ряду, не довязав 5 петель до конца ряда, поворачиваю вязание на лицевую сторону и здесь, смотрите, снимаем последнюю провязанную петлю, разворачивая ее, и теперь рабочую нить переносим вперед и натягиваем ее так, чтобы у нас на спице, смотрите, вот образовалось 2 полупетельки, то есть мы затягиваем петлю. И можно отметить эти 2 полупетельки как завершение ряда, укороченного ряда, то есть как граница. Но по сути тоже их видно на спице, они остаются как двойная петля. И далее провязываю лицевой ряд и продолжайте вязать в лицевом ряду убавление для выреза горловины. То есть здесь я довязываю лицевые петли переда и последние 2 петли перед жемчужной резинкой провязываю с наклоном вправо. Переношу маркер, здесь продолжаю вязать планку жемчужной резинкой, здесь по лицевой стороне все лицевые 3 лицевые петли и последняя кромочная провязываю изнаночной, поворачиваю вязание и начинаю вязать второй укороченный ряд. Второй укороченный ряд, первая кромочная снимаю, здесь провязываю жемчужную резинку по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, маркер и вяжу изнаночные петли, не довязывая до конца предыдущего ряда 5 петель. Итак, не довязав вновь определенное количество петель до конца предыдущего ряда, поворачиваю вязание и формирую укороченный ряд точно так же. Первую петлю снимаю, смотрите, разворачивая первую петельку, рабочую нить на себя и затягиваем первую петлю, чтобы здесь было 2 полупетли предыдущего ряда на спице. И здесь видите, что я ниточку не ослабеваю и продолжаю вязать далее в обратном направлении. По лицевой стороне уже лицевые петли. И здесь продолжаю формировать убавление для выреза горловины. Последние 2 лицевые петли провязываю вместе. Здесь лицевая, лицевая, лицевая жемчужной резинки и кромочная. Итак, я провязала 2 укороченных ряда, еще 2 укороченных ряда выполняю и далее уже провязываю полный ряд. Последний ряд левого плеча, провязываем полный ряд по изнанке. Здесь я поставила маркеры как границы укороченных рядов, и в конце вот перед маркером идет двойная петля. В описании для каждого размера указано, сколько петель должно остаться у вас для плеча. И смотрите, здесь главное не ошибиться и провязать петли правильно, чтобы по лицевой стороне затем у вас не было видно границ укороченных рядов. Первая петля кромочная, мы ее снимаем. Далее 3 петли провязываем жемчужной резинкой лицевой, изнаночной, лицевой. И здесь, смотрите, провязываем изнаночную, и далее у нас идет двойная петля. Двойные петли по изнанке мы вяжем за вторые стеночки, то есть здесь провязываем изнаночную, но провязываем, заводя спицу вот за вторую стеночку. Так вот, вот так, как бы у вас спица должна выйти с лицевой стороны в центр, захватываем петлю и провязываем изнаночную. Здесь маркер, в принципе, можно уже убрать. Убираю маркер. И далее провязываю 4 изнаночных,
вот до следующей двойной петли. И следующая двойная петля, тоже заводим спицу за вторую стеночку, как изнаночной, и провязываем вот в центр, вывели, и провязываем как изнаночной. И смотрите, по лицевой стороне тогда у нас не будет ни дырочек. Вот так вот выглядят петли провязанные двойные. Вот она. И вот она последняя провязанная двойная петля. Итак, провязываю ряд до конца, до проймы. И затем петли левого плеча временно закрою с помощью крючка. Вот еще раз покажу, как провязать двойную петлю. То есть вот она, двойная петля, граница укороченного ряда. Завожу за вторую стеночку. Здесь она затянута. И провязываю как изнаночной. В конце ряда здесь не забудьте, что у вас последние, здесь я провязываю изнаночную, и здесь перед кромочной последние 3 петли мы вяжем жемчужной резинкой. Здесь лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная, которую выполняю тоже изнаночной. И теперь, провязав левое плечо, вот видите, оно вот так с такой скошенной получается, я оставляю такой довольно длинный отрезок нити, обрезаю нить и теперь временно закрываю петли с помощью крючка, так как далее мы будем плечи, спинки и переда сшивать швом петля в петлю. Ввожу крючок в петлю, скидываю со спицы и провязываю как соединительный столбик. Это временное закрытие, которое можно будет легко распустить и закрытые петли затем переснять на спицу, чтобы их удобно было сшивать, соединяя с плечом спинки. И вот такой получается край-косичка. Закончив вязать левое плечо, начинаю вязать правую сторону. И здесь присоединяю нить от выреза горловины. Будем вязать первый лицевой ряд к пройме. И смотрите, здесь у нас центральная петля лицевая осталась. И теперь эту первую петлю переснимаю как кромочную. Далее провязываю 3 петли жемчужной резинки. Здесь идет по узору лицевая, далее лицевая и третья петля тоже лицевая. Переношу маркер, и в начале первые 2 петли необходимо провязать вместе, то есть сделать убавление, но убавление должно быть с наклоном в левую сторону. Для этого первую петлю вот так вот переснимаю, меняю стенки петли местами, ввожу спицу в центр 2 петель и за вторые стеночки провязываю 2 лицевые петли вместе, и они наклоняются у нас в левую сторону. Далее провязываю все лицевые петли до следующего маркера, отмечающего жемчужную резинку, и здесь провязываю в конце жемчужную резинку по узору и последнюю кромочную петлю. В конце первого лицевого ряда правой стороны здесь жемчужную резинку вяжем немножко иначе, так у нас будут здесь различия. Здесь провязываем по узору изнаночную, лицевую и изнаночную. Кромочную тоже провязываю изнаночной, поворачиваю вязание на изнанку и по изнанке продолжаю вязание. Здесь мы вяжем без убавлений. Первая кромочная, здесь по узору жемчужной резинки 3 петли, все изнаночные 3. Переношу маркер и далее тоже провязываю все изнаночные до петель жемчужной резинки.
Заканчиваю второй изнаночный ряд правой стороны, переношу маркер и остается 4 петли жемчужной резинки. Здесь провязываю по узору лицевая, изнаночная, лицевая. И последняя петля кромочная, ее провязываю изнаночной, поворачиваю вязание на лицевую сторону. И здесь далее начинаю вязать третий лицевой ряд. И здесь по лицевой стороне первую кромочную снимаю. Далее 3 петли жемчужной резинки, здесь по узору 3 лицевых. Переношу маркер и далее 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого первую петлю переснимаю, меняя местами стенки петли. Ввожу спицу в центр 2 петель и за вторые стеночки провязываю одной лицевой. И далее провязываю лицевые петли, затем последние 4 петли жемчужной резинки и изнаночный ряд. И вяжу правую сторону до той же высоты проймы, что и левое плечо. И далее начинаю формировать скос плеча. По правой стороне я связала плечо до высоты проймы. И сейчас начинаю формировать скос плеча с помощью укороченных рядов. Здесь мы начинаем вязать первый укороченный ряд от выреза горловины к пройме, не довязывая 5 петель. И также по вашему размеру вяжите количество укороченных рядов. Первая петля кромочная. Далее вяжем 3 петли жемчужной резинки. После маркера делаем убавление влево, переворачиваю петлю и провязываю 2 петли вместе за вторую стеночку. Далее вяжу лицевые петли, не довязывая 5 петель до конца предыдущего ряда. Итак, провязав первый укороченный ряд, рассчитанное количество петель, здесь маркер можно перенести как завершение первого укороченного ряда. И далее поворачиваю вязание на изнанку. И теперь смотрите, первая петля или последняя петля провязана, мы ее снимаем. И теперь смотрите, заводим рабочую нить за вязание и натягиваем петлю так, чтобы на спице образовалось 2 петли предыдущего ряда. Вот такая двойная петля. И продолжая натягивать петли, провязываем следующий изнаночный ряд. Здесь мы вяжем по изнанке петли до края выреза горловины. Здесь мы по изнанке не делаем убавление. Делаем убавление всегда по лицевой стороне для формирования выреза горловины. И сейчас я провязываю последний укороченный ряд по правой стороне. Первая кромочная. Вначале провязываю 3 петли жемчужной резинки по узору. Далее этот маркер перенесу на завершение укороченного ряда. После жемчужной резинки делаю последнее убавление по вырезу горловины. И здесь, смотрите, не довязываю до последнего ряда, предпоследнего ряда 5 петель. Здесь двойная петля, вторая, третья, четвертая, пятая. Значит, провязываю 2 лицевых. Здесь ставлю маркер, поворачиваю вязание. И теперь первую петлю снимаю, нить назад, натягиваю петлю так, чтобы была двойная петля. И далее провязываю здесь 2 изнаночные. И здесь идут петли жемчужной резинки. Но здесь мы тоже провязываем по рисунку все изнаночные петли. И теперь, сформировав последний укороченный ряд, здесь у меня 4 маркера, далее вяжу последний полный ряд правой стороны. Первая кромочная. Вначале провязываем петли жемчужной резинки по узору. После петель жемчужной резинки здесь делаем последнее убавление, 2 петли вместе с наклоном влево.
И далее у нас идет двойная петля. Здесь мы провязываем, смотрите, вводим спицу вот в центр как бы двойной петли и провязываем вместе лицевой. Здесь маркер можно убрать. Провязываем 4 лицевых до следующей двойной петли. И здесь вот смотрите, двойная петля. И нужно ввести в центр петли. Вот тоже здесь 2 полупетельки. И провязываем лицевую. И тогда здесь переход будет не замечен при формировании укороченных рядов. Итак, довязываю полный ряд до края проймы. И также затем закрываю временно петли крючком. В конце ряда не забудьте провязать последние петли жемчужной резинки по узору кромочная. Далее берем крючок и начинаем закрывать петли. Сбрасываем петлю и провязываем. Можно столбик без накида, можно как соединительный столбик провязывать. Можете как столбик без накида провязать. В общем, неважно. Этот ряд потом легко распускается. И будем выполнять шов петля в петлю при соединении переда и спинки. Теперь, когда перед связан, начинаем вязать спинку. И присоединяем нить к боковой стороне. Первый ряд будет по лицевой стороне. И вяжем. Первая петля кромочная снимаем. Далее вяжем жемчужную резинку здесь по узору. И провязываем здесь изнаночная, лицевая, изнаночная. Переносим маркер. И затем идут лицевые петли спинки. Количество петель согласно вашему размеру. И довязываем до следующего маркера, до следующей боковой стороны, отмечающей последние петли жемчужной резинки. Довязав до второго маркера по спинке, здесь тоже провязываем жемчужную резинку по узору. 3 петли, изнаночная, лицевая, изнаночная. Последняя кромочная провязываем изнаночной. Поворачиваем вязание и первая кромочная снимаем. И здесь в начале жемчужную резинку вяжем по рисунку. Здесь все петли, 3 петли изнаночные. И далее идут изнаночные петли спинки. Далее продолжаем вязать спинку до высоты пройм, так же как и по передней стороне. То есть тоже количество рядов. То есть здесь длина проймы до скоса плеча по переду должна быть равняться длины проймы по спинке. Итак, дорогие рукодельницы, я довязала спинку на ту же высоту пройм, что и перед. И теперь далее буду вывязывать скос плеча укороченными рядами. Здесь мы не разделяем плечи пополам, то есть у нас спинка вяжется до конца без формирования выреза горловины по спинке. Единственное, что по спинке мы должны вывязать планку для горловины жемчужной резинкой. И обратите внимание, здесь в центре я разместила маркеры, центральные петли выделила в начале, затем второй маркер плюс 4 петли, то есть плюс 2 петли с одной и со второй стороны. Третий маркер еще плюс 4 петли, плюс 2 петли с одной и со второй стороны. И четвертый маркер тоже плюс 2 петли с одной и с другой стороны. И эта конечная ширина будет соответствовать ширине выреза горловины по переду плюс ширина планок с двух сторон. Для каждого размера это разное количество петель, и оно будет указано в описании. Итак, начинаю вязать первый
укороченный ряд, это будет первый лицевой ряд. И смотрите, первый ряд укороченный ряд мы вяжем от края проймы и не довязываем до конца второй проймы 5 петель. Всего будет количество рядов указано в описании для каждого размера. У меня здесь для моего размера будет провязано 4 укороченных ряда. Итак, в начале первая кромочная, далее провязываю планку жемчужной резинки, 3 петли, изнаночная, лицевая, изнаночная, переношу маркер и далее вяжу лицевые петли, и здесь лицевой гладью вяжу вот до вот этого маркера, который ближе к центру. И здесь уже вяжу жемчужную резинку. Итак, я довязала петли вот здесь до 4-го маркера. Здесь количество петель должно быть нечетное. И начинаем вязать жемчужную резинку с изнаночной петли. И здесь чередуем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И заканчивать вязание жемчужной резинки перед маркером. Последняя петля должна быть изнаночной. Итак, первый укороченный ряд я не довязываю 5 петель до конца предыдущего ряда и поворачиваю вязание. И здесь в начале ряда можно поставить маркер как границу укороченного ряда. И смотрите, здесь мы, как обычно, как и при вязании переда, снимаем первую петлю, рабочую нить заводим назад и натягиваем петлю так, чтобы на спице было 2 полупетли предыдущего ряда. Дальше вяжем изнаночный ряд, и этот изнаночный ряд будет первый укороченный ряд именно для второй стороны. И здесь мы тоже до края проймы не довязываем 5 петель. Здесь провязываем изнаночные петли, и по центру, где вязали жемчужную резинку, здесь тоже вяжем все изнаночные петли. В изнаночном ряду до конца ряда не довязываю также 5 петель и поворачиваю вязание на лицевую сторону. И здесь формируем укороченный ряд по-другому. Ставим маркер как граница укороченного ряда. И здесь, смотрите, снимаем петлю первую, разворачивая ее, и рабочую нить на себя и натягиваем петлю так, чтобы здесь тоже 2 полупетли на спице оставались. Далее вяжем лицевые. И следующий, получается, 3-й ряд скоса плеча, тоже вяжем укороченный, не довязывая 5 петель до границы предыдущего укороченного ряда. Итак, всего нужно связать с одной и с другой стороны, чтобы 4 укороченных ряда сформировалось. По центру, смотрите, мы здесь довязываем в 3-м ряду уже до 2-го маркера от центра, и тоже с изнаночной петли начинаем вязать жемчужную резинку. Итак, я довязала до 2-го маркера от центра, и здесь провязываю изнаночная, лицевая, и далее изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть продолжаю здесь вязать узор жемчужной резинки. Здесь мы тоже продолжаем узор жемчужной резинки, каждый лицевой ряд на 2 петли дальше. Связав по 4 укороченных ряда с 2 сторон, необходимо провязать последний полный ряд. То есть вы провязываете до края проймы ряд, провязывая двойные петли, как я показывала в лицевом и изнаночном ряду, и в обратном направлении провязываете уже тоже все петли, и здесь доходите до маркера
от последнего, от жемчужной резинки. После маркера провязывайте 4 петли жемчужной резинки. Ну или можно просто посчитать количество петель. То есть у вас должно быть здесь провязано по вашему размеру количество петель одного плеча. И далее следующие петли мы будем закрывать для выреза горловины. То есть провязываю лицевую петлю и предыдущую петлю перекидываю через провязанную. Итак, я закрываю количество петель согласно вырезу горловины. Все указано в описании, сколько петель необходимо закрыть для каждого размера. Итак, дорогие рукодельницы, у меня на спинке остались открытыми петли одного, второго плеча. По центру, по ширине выреза горловины петли закрыты. И сейчас я буду сшивать плечи швом петля в петлю. И вначале я буду распускать временно закрытые петли переда, которые я закрывала с помощью крючком. Распускаю вот последнюю петлю и распускаю ряд закрытых петель и переснимаю петли на спицу. И так открываю петли плеча. Итак, друзья, теперь начинаем выполнять шов петля в петлю. А здесь я оставила ту же нить, которые были закрыты петли. Использую иглу с широким ушком и выполняем стежки так. Внизу вкалываем в центр последней петли за полупетлю крайнюю на изнанку иглу выводим, и затем с изнанки в центр второй петли вот за первую половинку петли делаем один стежок и сбрасываем петлю со спицы. И теперь сверху смотрите, вот в центр последней петли за вторую полупетлю на изнанку выводим иглу и с изнанки в центр второй петли за первую половинку петли и делаем второй стежок, сбрасываем петлю со спицы. И так повторяем. Центр первой петли, центр второй петли, с изнанки на лицевую сторону делаем стежок, сбрасываем петлю. И здесь вот последняя петля за вторую половинку и со спицы следующая петля, выводим тоже иглу в центр на лицевую сторону, делаем стежок и сбрасываем петлю со спицы. И так продолжаем, пока все петли мы не соединим вместе этим невидимым швом. И вот такое получается невидимое соединение.